Кораблекрушение малого гидрографического судна «Память Меркурия». Малое гидрографическое судно «Память Меркурия» Черноморского флота было заложено в Польше в судоверфи Гданьск. Первоначально было названо судно «Сточни Полночни», спущено на воду 30 апреля 1965 года, вступило в строй 9 декабря 1965 года. В период с ноября 1968 год по декабрь 1990 год гидрографическое судно провело в Балтийском, Ионическом, Средиземном, Черном море и Атлантическом океане 17 рейсов, занимаясь батитермографными наблюдениями, морской метеорологией, химической гидрологией. Судно было списано в 1995 году и продано частной фирме «Сата». 22 января 2001 года судно «Память Меркурия», порт приписки Севастополь. Владелец фирмы «Сата», находясь во фрахте у фирмы «Алан Тур», отправился по маршруту Евпатория, Стамбул, Евпатория. Это был уже 147-й рейс по хорошо знакомому пути. Главная цель маршрута – доставка к заморским соседям товар и получение мелкооптового товара заказчику какой-либо фирмы. На его борту находились 29 человек экипажа и пассажиры. Фирма Алан Тур на этот рейс отправила 10 пассажиров, 7 мужчин и 3 женщины, которые изъявили желание отправиться по маршруту Евпатория, Стамбул, Евпатория. Спустя сутки корабль пришвартовался в порту Стамбула. Зимой 25 января, когда теплоход отправлялся в обратный путь, на его борт поднялись еще 12 пассажиров, 9 мужчин и 3 женщины. К этому времени был принят груз, как утверждают владельцы и члены экипажа, не превышающий норму. 26 января в 13 часов в порт Евпатории с теплохода поступила радиограмма, в которой сообщалось, что судно идет по графику и 27 января к 8 часов утра будет в порту. В 17 часов 30 минут радист корабля связался через Севастопольский радиопередающий центр «Радио-3» с женой и сказал, чтобы его встречали в Евпатории в 8 часов утра. Шел 7-й час вечера. До Севастополя по прямой оставалось не больше 90 миль. Как вдруг члены экипажа и пассажиры, по словам очевидцев, почувствовали, что с судном происходит что-то неладное. Обычно в таких случаях через несколько секунд корабль выравнивается. Но на этот раз такого не случилось. Крен судна увеличивался. Сразу же все надели спасательные жилеты. Капитан дал матросам команду вывести пассажиров на палубу. За борт полетели спасательные плоты. В попыхах теплоход уже лег на борт. Была предпринята попытка спустить шлюпку, которая могла принять 50 человек, но попытка не увенчалась успехом. Людям ничего не оставалось, как прыгать в воду и добираться вплавь до плотов. Как показали дальнейшие события, многое в жизни попавших в катастрофу людей зависело от того, сумели ли они тепло одеться или оказались полураздетыми. В 18 часов 52 минуты судно «Память Меркурия» ушел под воду. Температура воздуха в это время была плюс 12 градусов, а температура воды 7 градусов. Сила ветра 7-9 метров в секунду. Волнение моря в пределах 2 баллов. В поле зрения потерпевших оказались 2 плота, каждый из которых был рассчитан на 10 человек. На один взобрались 23 человека, среди них 8 пассажиров, остальные члены экипажа. С ними был 3-й помощник капитана Виталий Бондарев, который, приняв на себя роль лидера, сразу же ликвидировал панику, а когда увидел еще один плот, заставил людей почти 7 часов грести, чтобы настичь его. Судя по всему, это был 3-й плот, который утонул вместе с кораблем, а когда судно при погружении достиг глубины свыше 3 метров, плот автоматически отделился от судна и всплыл на поверхность. Теперь с одного перегруженного плота в распоряжении стало 2 плота, на которых расположились 23 пострадавших.
Другая часть потерпевших оказалась на плоту, где находился капитан судна Леонид Пономаренко. Увидев невдалеке перевернутую шлюпку, 9 человек покинули перегруженный плот и вплавь добрались до нее. Однако установить шлюпку им не удалось. За это время плот с капитаном унесло ветром. Можете себе представить, как людям, которым предстояло много часов простоять на коленях или в полусогнутом состоянии на днище перевернутой шлюпки, возвышавшемся над водой всего на полметра. Счастье, что ребята выловили в воде мешок, в котором оказались рубашки и брюки. Это в итоге спасло 3 человек. А 6 их товарищей, не выдержав холода на протяжении 3 ночей, замерзая, соскальзывали в воду с полусферической вершины шлюпки. 28 января в 18 часов 40 минут теплоход Виктор Лебедев замечает дрейфующий в море плот. Снимает с него 6 человек, капитана Леонида Пономаренко, 4 членов экипажа и 2 пассажира. Но 8 человек с плота не дожили до этого момента. Того же дня, 28 января, только в 23 часа ночи теплоход Героя Севастополя, возвращающийся из Стамбула в Севастополь, нащупал прожекторами в море 2 плота, соединенных друг с другом. Моряки теплохода сняли всех 23 человек, которые во главе с 3-м помощником капитана Виталием Бондаревым двое суток отчаянно боролись за жизнь. А 29 января в 5 часов утра теплоход «Омега» обнаружил перевернутую шлюпку и на ней 3 почти окоченевших людей. Когда их подняли на борт, привели в чувство, они рассказали о трагической судьбе 6 товарищей. И хотя в этот районе плавали другие корабли, им не удалось обнаружить ни остальных членов экипажа и пассажиров. Спасенные были доставлены в городскую больницу Севастополя. Правительственная комиссия установила причины катастрофы. По заявлению заместителя прокурора Автономной Республики Крым Владимира Реброва, причиной гибели судна стали нарушение техники безопасности и незакрепленность груза. Несмотря на установленные ограничения по количеству груза, капитан, руководствуясь коммерческими соображениями, принял на борт теплохода 330 тонн груза при разрешенных 200 тонн. После выхода в море была нарушена остойчивость теплохода, что привело к затоплению. Капитан нарушил требования соответствующих нормативных документов по этому судну. При штормовой погоде теплоход стал крениться на левый борт. Пытаясь выровнять крен, капитан, отдав команду на прием балласта в балластную цистерну правого борта, при этом еще более ухудшил остойчивость судна. В итоге этих и других нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, допущенных капитаном, судно дало значительный крен на правый борт. Крен стал быстро увеличиваться, в связи с чем внутрь корпуса судна начала проникать вода. Принимаемые экипажем по команде капитана меры по освобождению от груза пеленгаторной палубы, перекатке балласта, перекладыванию руля права на борт положительных результатов не принесли. При кораблекрушении погибло 8 человек, 32 пассажира доставлены на берег, еще 12 человек считаются без вести пропавшими. По предварительному заключению следствия, причиной гибели судна стала перегрузка и смещение незакрепленного груза на один борт. Прокуратура Крыма взяла под стражу Леонида Пономаренко, капитана теплохода «Память Меркурия».